video, I asked you to ask me some questions, and you did. In reality, you asked me more than I expected. I probably need to open up the questions, right? Some of the questions are in Russian, other questions are in English. I'm gonna do a bilingual thing. So if you're watching in English, I've added English subtitles. А если смотришь по-русски, то и русские субтитры я тоже добавил. First question is from Dive into Your Ocean, or Sasha. Идеальный город или идеальная страна для тебя? Ну, как странно, я по-русски записываю видео. Идеального города пока нет. Потому что каждый раз, когда я что-то восхваляю, туда приезжаю, я вижу, что нет ни одного идеального места. Мне очень нравится Берлин. Потому что мне очень нравится немецкий язык, и там есть некий хаос, который присутствует в больших городах, допустим, в Москве. Вот сейчас я живу в городе почти деревне. Вот мне не хватает очень активности городской. Очень странно говорить по-русски. Ксения Ранион asks: может, у тебя есть парочка любимых книг на русском, да и на английском? Я читаю не очень много, нечего скрывать. Я читаю столько же, сколько и смотрю фильмов. Я бы даже сказал, что я читаю чуть больше. Прямо сейчас я читаю книжку, которая называется iGen, про поколение американцев, рожденных после 95-го года, по-моему, и про то, что они гиперполиткорректные, и одновременно они с этим и расисты какие-то, и очень много статистики, мне нравится готовая статистика, и поэтому я тоже люблю научную литературу. Мне не очень интересно читать художественную литературу, потому что у меня нет ощущения, что я что-то новое узнаю. Может, я неправильно читаю. Мне постоянно нравится что-то изучать и понимать. Я мою диссертацию пишу по книжке, в которую просто влюбился. Вот «Осьминог». Я пишу диссертацию по интеллекту. Я только что вчера ее закончил писать. В этой книжке, как и в большинстве книг по популярной науке, отлично объясняется эволюция. И мне кажется, что я идеально понимаю эволюцию после того, как я ее изучал уже 3 года. Но каждый раз, в каждой книжке есть маленькая часть того, чего я не знал раньше. Тема эволюции — это вообще моя любимая во всей биологии. Эволюция — это вау. Laura asks: what is the funniest thing, mistake, that has ever happened to you as a bilingual? If I'm out traveling or out and about, and I see a group of Russians or Danish people, rarely Danish people, but still, and one of them sneezes, I tell them «Будь здоров» or «Prosit», and they're like «What?» Полина Мустаева спрашивает: где ты берешь вдохновение? Музыка, люди, блогеры. Начнем с блогеров. Блогеры не то что вдохновляют, все идеи приходят мне в голову самому. То есть почему об этом еще никто не сделал видео? Мне хочется об этом сделать видео. Ну или если кто-то уже делал об этом видео, то оно не такое, каким я бы его хотел видеть, если бы я смотрел его на YouTube. Поэтому, когда я смотрю ютуберов, единственное, что они делают, каждый раз, когда они выпускают видео, это мотивирует меня не откладывать видео на потом, и либо начать снимать, либо начать монтировать, либо куда-то поехать, чтобы снять, а потом начать монтировать. А насчет музыки, я к этому долго шел. То есть, если посмотреть мои первые влоги, чего не стоит делать, то там музыка только, мне кажется, благодаря алгоритмам в SoundCloud, которые начали понимать, какая музыка мне на самом деле нравится. Я начал ее все больше и больше слушать. Мне кажется, на эту тему вообще можно записать отдельное видео. SoundCloud начал понимать, что мне нужна именно эта музыка, поэтому он начал предлагать еще больше и больше такой. Я начал что-то лайкать, репостить, и наконец-то, мне кажется, я добился более-менее какого-то стиля музыки, который мне подходит. То есть каждый раз, каждую неделю, допустим, когда я захожу в SoundCloud, что я беру? То есть каждый день, когда я захожу в SoundCloud, у меня там обновляются рекомендации, и если у меня заканчиваются рекомендации, я обычно слушаю музыку в моей ленте. То есть если хочешь найти хорошую музыку, нужно зайти в SoundCloud, найти те песни, которые тебе нужны, и начать их лайкать. Тогда SoundCloud начнет тебе предлагать песни, которые тебе подходят и нравятся по стилю. Лефук asks: what are some things that you always take with you on a trip? So what do I take with me when I travel? Ta-da! I bring either this passport or both if I am traveling to and from Russia. I'm not gonna start listing all the things that I take with me. I take a bunch of camera equipment, I take clothes with me when I travel because that's very useful. There are some things that I take that other people might not take with them when they travel. A wallet? No, I'm kidding. Everyone takes a wallet with them. I have one of these things, and I've been stopped at the airport several times because there is a tiny knife in it and they wanted to confiscate it, but they can't. This is a puke bag that this time I took from Finnair. In case I need to puke, I have a puke bag. Not just on trips, I have this with me all the time. You never know when you're gonna puke. Mango asks me: what does it feel like to travel? It feels like you're moving from one place to another. She also asked me: do you like to travel? Алина Попова asks: как ты справляешься со стрессовыми ситуациями? Я очень редко волнуюсь. Единственная ситуация, в которой я могу себе представить, что я по-настоящему волнуюсь, это если я беспокоюсь за близкого человека или человека, который мне дорог, я не знаю, что с ними происходит на данный момент, и все ли у них хорошо, тогда у меня начинается стресс, и
Я не знаю, как с этим бороться. А в случае избежания стрессов, если на тебя давит работа или учеба, на меня иногда накатывают такие моменты, когда слишком много всего приходит в голову, и я знаю, что нужно сделать миллион дел, но не совсем понимаю, с чего начать. Об этом я уже делал видео. Я просто сажусь, я расписываю все вещи до каждой мелочи, я их приоритизирую, об этом я тоже рассказывал в том же видео. И потом я просто все расписываю по дням. И так спокойно сразу понимаю, что сегодня надо сделать только 3 дела. Wasp asked me a question. I wanted to ask you about your private life. Just a bit interested, can you have one while studying? What do you mean by private life? Relationship-wise or friendship-wise? If you mean the private life that is private to me, there are so many secrets people don't know about me. Kate Lushnikova. Lushnikova. Хотелось побольше узнать о твоей жизни в целом, как все устроено, какие планы на будущее, где бы ты хотел оказаться в данный момент, как мотивируешь себя для достижения целей. Ну, немного про Россию, разумеется. Большие вопросы у нас тут, а? Так, планы на будущее. Пока что я хочу поступить на магистратуру. Там есть несколько стадий отбора учеников, которые подают заявки в университет. Пока что я жду, чтобы меня приняли. Вот огромный вопрос. Как я мотивирую себя для достижения целей? Блин, вот... Не знаю. Иногда вообще просто мотивации нет. Иногда просто сидишь или лежишь, и вообще ничего не хочется делать. И ничего не можешь делать. Просто лежишь такой, С другой стороны, найти источник мотивации — это довольно круто. То есть я просыпаюсь каждое утро, кое-что волшебное происходит. Я просыпаюсь до 10 утра. Раньше у меня это не происходило до 2 часов дня. Сейчас я даже просыпаюсь до 10 утра, расписываю свой день по плану, потому что у меня есть какая-то одна общая цель и цель на день. Как бы это глупо ни звучало, на самом деле это помогает, когда просто расписываешь свой день по планам. Я уверен, что я не лучший человек, чтобы спрашивать об этом. Вот я просто не человек, который супер достижение цели. Не. Я простой. Что получается, то получается. Что не получается, не получается. Что поделать? Mad Del Videos Vlogs asks, when did you learn to speak multiple languages and does it prevent you from forming quick sentences? From my very childhood, my dad spoke Danish to me and my mom spoke Russian to me. I learned English in school. Then I moved to Denmark. I went to an international school where everybody spoke English. Of course, it prevents me to construct quick sentences. Дарина Дэй спрашивает очень много вопросов. Как из России оказался в Дании? Я учился в России, потом уехал в Данию, там учился. А в Великобритании это потому что это единственный университет в Европе, где я мог изучать то, что на данный момент хотел изучать. Какие у тебя цели в стране, в которой находишься сейчас? Как представляешь свою жизнь через 5-7 лет с помощью усилий интересов, которые у тебя сейчас... я как будто на интервью пришел, такие вопросы. Dana Shaw asks, когда возвращаешься обратно в Россию, бывает ли трудно вспомнить какое-нибудь слово? Недавно не могла вспомнить, как будет prison cell на русском. Сейчас попробую вспомнить, как будет prison cell на русском. Тюремная камера. Да, я очень часто забываю слова. И на русском, и на английском, и тем более на датском. Вот за это мне очень стыдно. Но да, не только когда возвращаюсь в Россию, когда я сижу, допустим, по фейстайму с кем-нибудь общаюсь, я всегда забываю какие-то слова. Иногда бывает такое, что я использую английское слово и переделываю его в русское. Такое слово в русском существует, но оно кажется слишком таким напыщенным. То есть вместо слова «простой» я могу сказать «trivial», то есть «тривиальный». Это очень тривиально, могу сказать, но это звучит очень возвышенно. Vulpes vulpes. I actually looked that up because it sounds like a species name of an animal, and Vulpes vulpes is the red fox, I think. What is it like to live in Wales compared to Denmark? There is less snow here than in Denmark. Otherwise, people speak a different language. And where are you from? My family is from Moscow in Russia and Copenhagen in Denmark. Not really. They're from Nykøbing Falster, which is a little bit down south from Copenhagen. Thank you for watching.